Hello, Matt. Good morning. Доброе утро. Доброе утро. It's добрый день for us. Добрый день. Добрый день. How are you? Как дела? Good. How are you? Well. So we're sort of ready to start. We're gathering people, but I think we can start. Jeff was here. He asked to mute his camera for a second. So I'll say a few words, like very little introduction of you, and then I'll sort of switch to my translator's role, not to fall out of it, but I'll give some introductory words, and then Inaya, who cannot turn her video on, unfortunately, will be our invisible host, and she will ask questions, and she will read questions from the audience, and maybe will allow people from the audience to either ask it like out loud or just write to the chat. And I already told the participants that it's the first thing like this, because we've had some online meetings, but never through successive translations. So we'll see how it goes. I hope it goes well. It doubles the time, of course. And those who understand English will have to tolerate it twice, but we'll see. I hope everything will go okay. So I'll switch to English to talk to our participants a bit. Дорогие друзья, спасибо большое. Мы начинаем наше сегодняшнее мероприятие. Я сейчас гостям нашим Мэтью О-Нил и Джефф Арак немножко объяснила, как мы планируем работать. Немножечко я их представлю, потом они побольше расскажут о себе, и я уже выпаду, так сказать, в роль переводчика, чтобы просто переводить туда и обратно, это будет последовательный перевод, и не переключаться, так сказать, на реплики от себя, хотя, может быть, мне захочется что-то добавить. И будет вести наше мероприятие Иная. Хотел сказать, помашите ручкой, но у Инаи, по-моему, не получилось включить видео. Вот она прекрасная, жизнерадостная, нам улыбается со своей аватарки. Коллеги, я вас всех прекрасно слышу. Да. Кратко скажу немножко о правилах. Вот у нас есть люди, которые пришли к нам, но мы, к сожалению, не видим, как их зовут, поэтому, пожалуйста, те, кто зарегистрированы просто под уникальным никнеймом «юзер», пожалуйста, напишите в чате, как вас зовут, чтобы мы знали, кто наша аудитория. Я от лица компании АНРИ-Медиа приветствую всех, благодарна очень за выделение времени наших иностранных друзей, Олю Кравцову, которая согласилась сегодня вести последовательный перевод. Я уверена, что у нас все получится. Еще правила предлагаю отключить пока всем микрофоны, чтобы не было у нас фонового звука. И если будет вопрос, главное... Просьба просто не перебивать друг друга, давать возможность до конца произнести полностью вопрос, чтобы Оля смогла перевести. Я уверена, что у нас все получится. Давайте начнем. Я пока буду принимать наших гостей, еще поступают заявочки. Можете писать также в чат, я смогу озвучивать ваши вопросы, если этого не будет звуком. Ну и мы, наверное, хотим начать с вопроса, как наши друзья и коллеги работают сейчас в это лихое время в одном из самых, наверное, сейчас опасных городов, в Нью-Йорке, как происходит работа журналиста, какие сложности и вообще какова обстановка. Okay? И дальше тогда, Инна, я тебе уже передам для последующих вопросов. So, Matt and Jeff, thank you very much for finding time in your crazy schedule to talk to us. We expect it to be probably an hour with translation. Maybe at some point I will show little parts from your video, but maybe we'll just talk about it. So the first initial question, how are you these days? And as reporters, what changed, what new challenges you're facing, and how's work right now, and how's life in New York, which is the most dangerous probably place in the world right now? Well, first of all, thank you for having us, and thank you for the work that you all are doing now, because getting out information and accurate information in a time of global pandemic is really important for our whole society.
Да, спасибо большое. Matt, sorry, I'll have to ask you to stop one, like every second phrase. Спасибо большое, что вы нас пригласили и за ту работу вы как журналисты делаете, потому что сейчас очень важно, и, может быть, более чем всегда, нести людям важную, объективную, честную информацию, особенно вот в этот период пандемии. Okay. Jeff and I are currently working on a documentary news series that is airing every other week in the United States. And we're working Мы с Джеффом сейчас работаем над серией документальных репортажей. Выпуски их выходят каждую вторую неделю на канале HBO. At this point in time, our entire team is working from their homes. So everyone on our team is working remotely. И сейчас вся наша команда, все члены нашей команды работают из дома. Каждый у себя дома работает. The way we are continuing to do our work is twofold. Our show is based on a combination of documentary segments observing the real world and investigative interviews with leaders in business, technology, and politics. И то, как мы продолжаем работу, идет у нас сейчас по двум направлениям. Наше шоу, наша программа состоит из таких документальных кусочков, документальных журналистских репортажей и также из такого расследовательского жанра интервью, когда мы интервьюируем крупных фигур политики или бизнеса. At this point in time, we are not sending out crews to film what's happening in the world because we think it's too dangerous. However, in their stead, we're asking citizens and the people living this experience to film their lives with their phones because now so many people have phones with which they can tell the stories of what's happening in their world. И сейчас мы уже не посылаем свои команды журналистов снимать какие-то репортажи на улицах, потому что это опасно, то есть все работают из дома, но мы просим людей использовать свои телефоны, поскольку сейчас у каждого есть практически смартфон, да, и можно им снимать как камерой, снимать видео и присылать нам их гражданские репортажи для того, чтобы мы включали их в свои шоу. They're sending us clips from their phones in the field and uploading them via sites like Vimeo or other video sharing services so that we can see what's happening. Thank you. So they're serving like your citizen reporters, sort of, right? Correct. They're deputized. Они у нас, да, на такой миссии находятся гражданских журналистов, люди, которые снимают видео на свои телефоны, они могут их залить на такие сайты, как Vimeo или какие-то другие файлообменники, и мы можем посмотреть, что где происходит, что происходит в городе и в его окрестностях. Okay. And then we're using those videos that are being gathered from different points of view to tell documentary stories. И потом мы эти видео в своих документальных историях, в своих документальных репортажах используем. We've also improvised because depending on who we're trying to do a short documentary about, sometimes they have other cameras, be it a DSLR camera, a video camera, or some other piece of technology where they can better record both their video and their audio. So I guess it's shown in your piece with Microsoft CEO has much better camera than, for instance, a guy who talked about the cruise ship, right? Correct. That's the question. Maybe I'll show an example of it. И мы также импровизируем, говорит Мэтт, потому что иногда у людей, которых мы снимаем, или репортажи, о которых делаем, дома есть камера гораздо лучшего качества, чем просто телефон, да, и мы используем их оборудование. Я как раз прокомментировала, что когда я смотрела репортажи ребят, там видно, что некоторые интервью действительно сняты через компьютер или через телефон, то есть у человека, у которого берут интервью, достаточно такое неважное качество изображения. А когда брали интервью у директора, исполнительного директора Microsoft, у него, конечно, шикарная камера, шикарная картинка, профессиональная, совершенно четкая, да, видно без потери качества, что его показывают. У меня как раз был такой вопрос. Okay.
But the example that shows the real citizen journalism is the piece that the woman who was quarantined on the cruise ship made, where one of our producers coached her over the course of 2 weeks to tell her story in a way that gave our audience access and insight to a place they otherwise could not see. Ну, очень интересно, что как раз пример такого народного репортажа или гражданского репортажа можно увидеть в нашем эпизоде про то, как большой круизный лайнер был помещен на карантин после круиза, и люди там снимали сами про себя историю. И вот женщина, про которую был репортаж, она там с семьей на этом лайнере, наш продюсер, говорит, Мэтт, 2 недели ее, так сказать, тренировал, да, надзирал за ее работой, чтобы она правильно вот по-журналистски, по-продюсерски, по-режиссерски все сняла и сделала. Okay. The interviews with leading figures in business, technology, and politics have a different set of challenges because we need to work closely with them to get their footage and their perspective. And doing an interview in person is very different than doing an interview over a service like Zoom or Microsoft Meetup or other video conferencing services. Да, и, конечно, интервью каких-то крупных фигур, крупных лиц в сфере бизнеса, в сфере технологий поменялось, да, технология другая, потому что одно дело, когда берешь интервью у человека с глазу на глаз, в такой персональной обстановке, совсем другое дело, когда это приходится делать через средства связи, да, через компьютер, через телефон, нет такого прямого контакта. Okay. And Jeff is currently involved in working with so-called citizen journalists and trying to develop pieces about what's happening on the front lines for healthcare workers and also on farms, right, Jeff? Да, и Джефф сейчас как раз работает над тем, чтобы эти гражданские журналисты, их вклад, так сказать, ну, как его можно инкорпорировать в нашу работу, особенно в сфере здравоохранения и других таких очень сейчас насущных областях. Yeah, so a few of the pieces we're working on now involve collecting images from the cell phones or cameras of people who are living right now the consequences and the effects of this pandemic. Сейчас мы собираем фотографии и видео от людей, которые вот рассказывают нам свои истории о том, какие последствия они переживают в связи вот с разыгравшейся пандемией. Normally, when we do this kind of work and we work on documentaries with real people, it's part of the challenge is looking for a good character that can explain what's going on with them well and essentially represent the issue that they're talking about. И обычно, когда мы снимаем свои документальное кино или репортажи, мы, конечно, ищем человека, который может быть таким хорошим героем репортажа, который может все объяснить, чья ситуация хорошо, так сказать, иллюстрирует проблему. И сейчас у нас в этой связи тоже, конечно, новые вызовы, новые проблемы встают. The challenge now is not only do they need to be able to explain what's going on around them, but they also need to be a cinematographer and they need to be able to take direction sometimes if that's the nature of the piece. So finding the right people in the world to work with is twice as challenging now. Да. И сейчас дополнительные проблемы, конечно, встают в том смысле, что не просто надо найти героя, который хорошо репрезентирует ситуацию, который хорошо иллюстрирует, да, и, может быть, они хорошо может рассказать, но плюс еще этот человек должен владеть камерой, да, иметь какие-то навыки съемки и принимать, так сказать, указания от режиссера, от продюсера, что тоже иногда бывает непросто. Поэтому в каком-то смысле задача становится вдвойне более сложной, потому что не просто надо найти героя, еще и нужно, чтобы он, опять же, не просто рассказал историю, но еще ее и показал, собственно, с помощью своего же оборудования. Another challenge that we have is
our work is a very social work, as many of, I'm sure the participants know. Our ability to connect with the folks that we work with is essential to the getting good material and telling these stories. And so the fact that it's almost impossible to make real eye contact on a video conference is a challenge. And the fact that we have to constantly be uploading and downloading large video files is another challenge. So there's a whole lot of things that have given us a lot of complicated puzzles to work on. И, конечно, наша работа — это очень социальная работа, как вы все понимаете. Очень важно, работая над документальным кино или журналистскими репортажи. О, это... Таня, отключи, пожалуйста, микрофон себе. Ага, потерял. Очень важно устанавливать контакт, да, с человеком, такой личный контакт, чтобы он тебе доверился, чтобы он как-то захотел сниматься и так далее. Это гораздо сложнее делать, опять же, опосредованно. И вторая проблема в том, что сейчас очень много приходится технически работать с большими файлами, загружать их, выгружать, обрабатывать, отсматривать и так далее. То есть проблем прибавилось в работе журналиста. Кроме обычных, еще создаются дополнительные. It also further exacerbates the tension that always exists in our work when doing an interview or with a documentary subject between the story that they want to tell and the story as it is. It's always our job as journalists to try to discern the story as it is from the story they want to tell. And when they're in control of the camera and they're in control of your access to their world, it makes it much more challenging to get to the truth of the story as it is. Да, и к обычным, опять же, проблемам документалиста и репортера, когда ты снимаешь кого-то, и нужно понимать, насколько отличается история та, которую хочет рассказать персонаж, от той, которая происходит на самом деле, сейчас эта разница или контроль над этой разницей, он еще больше, потому что человеку, опять же, нужно следить за своей камерой, нужно там как-то технически это все снимать, показывать, да, и сложнее вот как бы придерживаться такой объективности, чтобы передать действительно существующую картинку, а не просто рассказать ту историю, которую человек нам хочет рассказать. Okay. Any questions so far about what we're talking about or the way in which we're working and insight that we could provide that could be useful? Да, есть ли какие-то вопросы, может быть, у вас уже на этом этапе насчет нашей работы или какие-то, может быть, советы, которыми мы можем поделиться? Вот если есть вопросы, можете задавать. Можно я начну с вопросов? Да. Мне очень интересует, как работают американские СМИ, про что Мэтью и Джефф знают. Я имею в виду про настроение их коллег, и мы публиковали информацию о том, что есть возможность взять федеральные займы, все ли могут их получить, и, ну, то есть, каким образом это устроено. Я имею в виду для СМИ, да? Да. Okay, there's a question about American media in general, because here АНРИ-Медиа, this Alliance for Independent Publishers, published some information that American media is now receiving some federal credits or bailout, how you call it. Is it available for every media organization, or how does it work now? What type of support the government offers to media? So as far as I'm aware, the government is offering support to media the same way it's offering support to any and all businesses. So if you're a small media organization and you're negatively impacted by the crisis in terms of your financial bottom line, you're able to apply for low interest and no interest loans from the government that are tied to guarantees that you retain your employees.
Мгм. Мэтт говорит, насколько я знаю, сейчас медиаорганизациям оказывает правительство такую же поддержку, как и всем остальным, в принципе, организациям. То есть тут нет специальных каких-то привилегий для медиа. Просто если вы небольшой бизнес, который сильно страдает экономически от пандемии, вы можете претендовать, вы можете подать заявку на кредит, который будет либо с очень низким процентом, либо вообще беспроцентный, чтобы вы были уверены, что вы можете продолжать работу и платить своим сотрудникам зарплату. Our colleagues who are suffering most critically right now in the documentary and journalism arena are contract workers, so-called freelancers who work job to job, because the camera operators, the audio technicians, the production assistants and producers who work on a day rate or are day players don't have any work right now and no guarantees of support. Кто сейчас, конечно, больше других страдает, это фрилансеры, люди, которые работают на временных контрактах, потому что сейчас работы нет физически, ни операторы, ни ассистенты продюсеров, ни звукорежиссеры работать не могут, поэтому, конечно, для них это наиболее тяжелые времена. In terms of I don't want to say a positive side, but an interesting side of the crisis in terms of appetite for information is that in the United States, there has never been a more acute appetite for information and accurate information. News organizations, both in print and in video, are seeing a volume of viewers and an audience larger than they've ever seen before. Что касается, я не хочу сказать позитивной стороны, но, по крайней мере, интересного аспекта этой проблемы, это то, что аппетит и вот такая жажда сейчас информации, запрос на информацию никогда не был так велик. Сейчас медиаорганизации, как печатные СМИ, так и видео, как бы наблюдают рост аудитории такой беспрецедентный, которого никогда не было до этого. То есть людям нужна информация. So in that sense, it's an opportunity for all of us to reach new audiences with the work we're doing, because people want to understand this crisis and want to understand the truth of what's happening. There's a great deal of misinformation out there. And if we can cut through that and establish ourselves, and I'm speaking about all of us, as reliable sources for accurate information in this crisis, it will enable us to build an audience that trusts us. И сейчас, конечно, вот беспрецедентные возможности создаются в плане привлечения аудитории, нахождения своей аудитории, потому что людям нужна информация, честная информация, непредвзятая информация, а мы знаем, что много мисинформации, дезинформации, да, то есть как бы заведомо ложной или какой-то ошибочной, поэтому сейчас, и я могу говорить обо всех нас, журналистах, нам важно быть хорошими журналистами и поставлять вот своей аудитории качественную информацию, которую она просит. Okay. Можно еще один вопрос? Да. Понятно, что ничего не понятно, мы не знаем, когда этот кризис закончится, как у нас в стране, так и в других странах. Как думают наши коллеги, каким образом пандемия скажется в целом на отрасли журналистики, и что можно сделать, чтобы не допустить сокращения или закрытия средств массовой информации, раз вот сейчас некоторые исполнители сидят без работы, то, соответственно, в любом случае сокращения, скорее всего, будут. То есть что можно сделать для того, чтобы не допустить сокращения штатов, я имею в виду СМИ, и закрытия? Спасибо. So, Matt and Jeff, what do you think? We know that it's a very unclear, very suspended situation. We don't know when it's going to end, how it's going to end, and now it's very hard for media. And Matt, you said it's the most hard for freelancers, especially. What can we do now to prevent sort of
bigger effect on media professionals. How do we act now to not make media to shrink too much, or how to say, not to be damaged too much? It's a good question, and a question that we're all trying to figure out, because even as there is a greater appetite for media, in the United States, most media relies on either advertisement or subscription. And the revenues from advertisement have dropped precipitously. So that especially small newspapers and local media who are seeing bigger audiences than ever before are seeing smaller revenues than ever before and are being forced to lay off journalists. Это действительно проблема, это хороший вопрос, ответ на который мы все сейчас стараемся искать. Потому что, несмотря на то, что возрос интерес аудитории к качественной информации, к журналистике, но в то же время, конечно, мы видим, что очень сильно экономически проседают сейчас медиа, особенно маленькие газеты, особенно небольшие медиаорганизации. В Соединенных Штатах в основном медиаорганизации зависят от доходов от рекламы и подписки, и, соответственно, и то, и другое сейчас очень сильно сократилось, и доходы от рекламы очень существенно упали. Поэтому, да, мы видим рост интереса к информации, но мы видим катастрофическое падение доходов, и, конечно, приходится медиаорганизациям сокращать штаты и увольнять журналистов, к сожалению. So I think in terms of addressing it, it's twofold. One is as journalists and storytellers, we have to do our job as best as we possibly can so that we are engaging with audiences in ways that make them want to stay and return to our sources of information. And on the flip side is what we can do as members of an audience and consumers of media, which is to pay for what we're reading, watching, and interacting with, whether that is a subscription-based model or what many companies are doing now is asking for donations in this time to represent what you're consuming, reading, and watching. And we can encourage other people to participate in those models and pay what they can afford. И к проблеме, наверное, к решению этой проблемы можно подходить с двух сторон или пытаться подойти. Во-первых, мы, как журналисты, конечно, должны придерживаться высоких стандартов журналистики и нести нашей аудитории качественную информацию, качественные репортажи, да, чтобы аудитории захотела с нами остаться, чтобы она нам доверяла и так далее. Во-вторых, мы как аудитория, как часть аудитории, которая потребляет СМИ, которая взаимодействует со СМИ, должны быть, наверное, готовы платить за качественную информацию, которую мы получаем, и в которой как бы сейчас есть аппетит и запрос. И, может быть, как-то просвещать людей, да, что эта модель может быть работающей, потому что если есть там подписка, или сейчас многие СМИ просят своих читателей, зрителей перечислять какие-то взносы, да, или как это называется, благотворительные пожертвования, донейшены, может быть, это поможет, особенно небольшим СМИ, выжить, если они делают качественную работу. I'll just add to... Sorry, wait, Jeff, can I interrupt for 1 second? Because I have to peel off right now for that 9 a.m. call where I'm setting up another interview. I hope to rejoin, but Jeff can take it from here. Да, это сейчас мы отпустим, потому что вот он просил его в 9 утра отпустить на то, чтобы готовиться к интервью, и Джефф возьмет слово. Thank you, Matt. I was just going to sort of add another thought. I think to echo Matt's point about paying for the things that we value, I think one thing that we're seeing, I'm sure it's echoed everywhere, is a lot of the work and the structure that was insecure before the pandemic is even more insecure now. And freelancers have always been in a precarious place, freelance journalists, and this is only amplifying that insecurity.
И Джефф говорит, я хочу добавить к мысли Мэтта то, что те проблемы, которые в сущности существовали и до пандемии, то есть те риски, которые были, они как бы сейчас обострились. То есть они, с одной стороны, не новые, да, с другой стороны, сейчас более такие болезненные, более опасные. То есть если мы говорим про фрилансеров, работа фрилансера всегда была такая как бы нестабильная, ненадежная, да, и сейчас она, естественно, тоже не стала стабильнее, а стала как бы, ну, в этом смысле еще более ненадежной. И, конечно, важно действительно вот развивать какие-то модели, чтобы люди могли поддерживать журналистов и платить за ту информацию, которую они считают качественной, которой они доверяют. I worked as a freelance journalist and filmmaker in New York for about 7 years. And I have a 2-year-old now, and only recently did I start working full-time with Matt. And, you know, part of the reason is because it's difficult to raise a family and do a lot of things that we want to do in our lives in an insecure work environment. And we're seeing this from journalists, but also medical professionals, grocery workers, even members of the so-called gig economies, like car drivers, like Lyft and Uber. И Джефф говорит, я работаю фрилансером в Нью-Йорке уже 7 лет, сейчас у меня сыну 2 года, и я вот только недавно начала работать вот full-time, да, на полной занятости с Мэттом, потому что, конечно, очень тяжело поддерживать семью, обеспечивать семью и вообще, ну, как бы существовать, когда у тебя нет такого стабильного контракта и стабильного дохода. И сейчас многие, не только журналисты, конечно, находятся в такой ситуации, а в принципе многие другие профессии тоже, как там продавцы продуктовых магазинов и таксисты, особенно если это Uber, да, то есть вот люди, у которых нет такого четкого контракта, а которые работают как фрилансеры. Разрешите еще один вопрос? Я писала тоже в нашей группе о том, что Russia Today сообщала, что в Далласе и Северной Каролине люди вышли с плакатами, призывая власти разрешить им вернуться на работу. Как видят коллеги развитие этих событий? Будут ли такие настроения перекидываться, может быть, на другие штаты, в другие города? Потому что у нас, насколько я знаю, могу, конечно, ошибаться, но только Владикавказ вышел с пикетом, да, вот, несогласованным. Что вот наш коллега думает на эту тему? Okay, Jeff, the question is, we saw somewhere, maybe on Russia Today's report, that there were some rallies, either in Dallas or North Carolina, I'm not sure, that people are demanding the government letting them get back to their work. We had such moods here in the Northern Caucasus, but not very widely as yet. What do you think? Do you feel it from the audience, from the population, like what people want? Are they tired of being locked, or you know, what's the situation right now? So I it's tough to say. My impression is that these protests that are getting a lot of press are sort of the outliers. I don't think that there are mass protests widespread across the United States. I think there are a few sort of very political, very strategic protests that are happening in front of governors' houses and state capitals to draw attention to a conflict, which is a real conflict, which is governments deciding when do we put people back to work or let people get back to work? When are we in the clear on the public health side so that we can start our economies humming again? And that's a real conflict, but the protests feel a bit contrived from what I've seen. Сложно сказать, на самом деле. Джефф говорит, и мне кажется, все-таки то, что мы можем видеть в прессе, это скорее такие какие-то острые случаи, когда действительно происходят
манифестации или митинги там, перед какими-то правительственными зданиями в городах, да, перед губернаторскими какими-то резиденциями или зданиями и так далее, чтобы действительно привлечь внимание к той проблеме, которая объективно, в общем-то, существует. То есть мне не кажется, что это очень распространенное настроение, не так уж они широко, так сказать, разлиты в стране, но все-таки, естественно, такое есть, потому что и правительство, собственно, сейчас решает, в какой момент безопасно там, выпустить людей обратно на улицы и на работу, да, или нужно еще продлять изоляцию, и, в общем-то, это вопрос для всех. Но так сказать, чтобы это было какое-то массовое настроение в обществе, пока, наверное, нельзя. То есть это скорее какие-то точечные выступления, которые привлекают к себе внимание, что естественно. I think it's a dilemma that everyone across the world, all governments are kind of weighing. How do you protect people, but also, not fall into a depression due to basically, the motors of society being on pause. And I think it's a difficult question, but it's one that has to be very well thought out. And I mean, I think these discussions are ongoing. We are still very much in the middle of a lot of these conversations about where that point is. And I know you probably cannot make everybody happy. Somebody will be unhappy anyway, in either way. No, and especially here, you have governors, mayors, and people at the federal level, all with different opinions, and all like there are towns that have made it illegal to not wear a mask while you're out. Individual towns have done it. Then there's also states that have rules about there's curfews in certain places. Okay. So there's a patchwork, especially in this country where we love our independence. Okay. Yeah, let me translate that, please. Конечно, это большая проблема, большая дилемма, мне кажется, которую сейчас везде решает власть в разных странах, в разных штатах, понятное дело, в разных городах, и решает по-разному, как защитить людей, да, с одной стороны, с другой стороны, не скатиться вот в такую экономическую депрессию. И это большой вопрос, и это, так сказать, сейчас текущая дискуссия, актуальная на данный момент, и, конечно, такие решения должны быть очень хорошо продуманы. И тут я от себя уже добавила, что, наверное, нельзя сделать так, чтобы все были довольны, да, то есть какое бы ни было решение, кто-нибудь или какая-то часть общества все равно будет расстроена или разгневана этим решением. И есть штаты, есть города, которые сейчас принимают правила, нельзя, например, то есть это незаконно и карается, как бы нельзя выходить из дома без маски, скажем. Или в каких-то штатах или отдельных городах существует комендантский час. То есть, опять же, меры разные, какого-то универсального ответа сейчас пока нет. И, наверное, не только в Штатах, а вообще вот в разных странах. Okay. Спасибо. Коллеги, у кого есть вопросы? Можно включать микрофоны и задать вопрос. Yeah, we're asking if others have questions. У меня есть, может. Or I can show. Или я могу вам еще, знаете, есть пару кусочков, которые я могу продемонстрировать из работы. Ну, не знаю, или мы просто продолжим говорить. Оль, давай вопрос. Can I make a question? Jeff, as a storyteller, do you see any advantages of this in these new ways of making a documentary story when you are inside people's houses? I don't know, any advantage because есть ли какие-то преимущества сейчас у документалистов в том, чтобы рассказывать историю каким-то более хорошим способом? Yeah, definitely there are advantages. I've actually worked on projects before where we've asked people to self-film with their cell phone as part of the documentary, even before the pandemic. And that's because you get very unique access to a scene and to a life and to a story when there's no camera crew that needs to come into the room. Да, есть, несомненно, преимущество, потому что я еще до пандемии, например, работала над такими проектами, над такими документальными кино, когда мы просим наших героев участвовать в съемках, да, и самим снимать какие-то
вещи или кусочки или эпизоды, потому что это дает беспрецедентный доступ к тому материалу, который мы хотим показать. There's an unvarnished quality to the footage that you find when somebody is shooting their own life. Now, you have to balance that because everyone has a version of themselves that they want to project. And so you have to cut through that a little bit more. We have techniques that we use to get around that when we film with someone. And one of them is just filming a lot. And eventually people get tired of performing and you see the real them. But it's tough to get there when they're self-filming. И есть вот та ценность, которую сложно переоценить в материалах, когда люди снимают собственную жизнь сами. Да, тут есть, опять же, то, о чем Джефф говорил раньше, опасность, что история, показанная человеком, она немножко отличается. То есть у каждого есть какая-то своя версия самого себя, и как себя надо показывать, и иногда она отличается от реальности. Но есть определенные техники у нас, как у документалистов, как у режиссеров, чтобы это обходить. И один из этих приемов — это просто снимать и просить людей снимать очень много. В какой-то момент они устают от того, чтобы притворяться, да, и что, как бы устают что-то из себя репрезентировать и просто начинают вести себя естественно и снимать то, что естественно. The other benefit right now that I'm seeing is expectations for production quality are much lower. And so you see a lot of TV shows have migrated to an at-home model as well, where there's people who normally are in a beautiful studio with lighting and, visual effects are now in their living rooms. So, the music is recorded and the background is probably just their bedroom wall. And people are getting used to that. And so, filming on a cell phone is not as jarring as it usually is. And so we can get away with quicker production processes and less production value in the things that we're producing. Еще одна позитивная сторона, если можно так выразиться, теперешнего процесса, что гораздо терпимее люди относятся к более низкому качеству продукции, да, и более низкому качеству видео. Если раньше мы видели ведущих теленовостей в таких очень крутых студиях с хорошим освещением, да, с задником, а сейчас это просто стена в спальне, может быть, да, и мы видим, что даже крупные телекомпании сейчас вещают, и вот их ведущие новостей вещают из своих гостиных, кухонь и так далее, и как бы публика к этому уже привыкла, и это в каком-то смысле хорошо, то есть и терпимость вот к более низкому качеству видео с мобильных телефонов, да, и вообще вот в целом к телевизионной и к журналистской продукции, это можно назвать одним из плюсов, да, работы в теперешней ситуации. Okay. Коллеги, еще вопросы? Можно вопрос? Конечно. Да. Я тоже журналист, телевизионщик, и я сейчас столкнулась с такой ситуацией, что я уволилась с одной работы, и начался карантин, плюс я приехала в Москву, и сейчас достаточно сложно найти работу. Вот, может быть, коллеги посоветуют, как в такое время не терять надежду и найти работу. I'm a TV journalist myself, and I moved to Moscow, but I quit one job and I moved to Moscow, and at the same time quarantine started, and now I'm, I don't have a job, and it's really hard to find a job, especially now. And do you have any encouragement or advice? Is there any hope that journalists can find, where they can be sort of used for business, for media? It's a good question. I think the one thing that this moment has that we don't usually have is a lot of the big media organizations have been disrupted, and a lot of the things that they normally do, they are unable to do. So, we can't send a big crew to go cover a story, but maybe there's an opportunity for, there's more of an appetite for pitches now.
I'm not sure, but it could be an opportunity to get into larger media organizations in Moscow if you find a story that you can cover independently, because I would imagine that everyone is sort of scrambling to make sense of the situation still. You know, we've been in quarantine for a month or plus. You know, this has been going on, you know, essentially since late last year. This virus, it wasn't a pandemic then, but you know, we're 4 months into it, and there's still a lot of confusion about what's going on. And so there's a lot of opportunity to discover new information and start tracking trends. Sorry, that's a lot of talking. Ну, это хороший вопрос, на самом деле, тоже нет на него легкого ответа, и сейчас мы все в каком-то смысле ищем на него ответ. Может быть, стоит и, может быть, можно на эту ситуацию посмотреть с точки зрения возможностей, потому что большие медиакорпорации сейчас крупные, их работа тоже, в общем-то, претерпела существенные изменения и в каком-то смысле прервалась или там приостановилась, потому что сейчас невозможно посылать там команды журналистов, может быть, в какие-то места, да, и как раз работа фрилансеров, работа тех, кто может вот снять какой-то свой независимый сюжет, какую-то историю, она, может быть, больше ценится. Но Джефф, понятное дело, не знает, как ситуация обстоит в Москве, да, но предположил, что... На самом деле, да, он говорит, что мы сидим на карантине больше месяца, и, в общем-то, и до этого еще вирус гуляет по планете, хотя это еще не было пандемии, но, в общем-то, ситуация началась там в конце прошлого года, то есть где-то 4 месяца вот это все развивается, и решений, и каких-то ответов, и понимания, что будет дальше, и как это все будет дальше, в общем-то, ни у кого нет. Поэтому мы все вот что-то ищем, да, и пытаемся из этой ситуации максимум извлечь ну, того, что как бы позволит нам выжить и продолжать работу. Спасибо. Можно вопрос, Оля? Да. Добрый день. Татьяна. Джефф, приветствую, рада видеть. Hi, Jeff, glad to see you. Вижу Марьям, вижу Володю с мамой. Пламенный привет из Сергиева Посада. У меня вопрос про врачей. Может быть, я прослушала, Джефф говорил, меня отвлекли коллеги, я сейчас на студии. Вот такой момент. Очень хочется получить картинку из так называемой грязной зоны, из больницы, где врачи работают с коронавирусными больными. И вот этическая дилемма, и как ее американские журналисты решают. Я сейчас контактирую с врачами и прошу у них снимать на телефон, вот что там происходит вот в этих грязных зонах. Пока нет у меня этого видео. Вот как решает эту проблему Джефф? So hello from Sergiev Posad, and Tanya is now working on a story about doctors and medical situation, and there's a sort of ethical, not even a dilemma, but sort of ethical challenge, because there's a clear zone, as we call it here, and dirty zone where doctors go in like full equipment and journalists are not allowed to enter. So she's asking doctors to film something of their operations and their work with their cell phones, and how do you work with this type of material? Do you have any advice? Well, I mean, there's a lot of challenges with the medical stories. One of them is a privacy concern, and we have rules here about what we can and can't film for like patients. We need to get a patient's permission if we're going to reveal any information about them. And so, you know, if we got a patient's name or face, we'd probably have to blur that later. So there's challenges with privacy, but then it's just there's rules that doctors have to follow about what they can and can't film in their workplace too, employment rules. So
we've had to skirt a line where we can't ask them to do anything that would violate an employment agreement. That has to be their own decision, because in the end, if they get in trouble, we don't want to be liable or have any responsibility in you know, if their employer gets angry that they, you know, filmed. So we asked. Да, очень много на самом деле проблем и вот тоже таких вызовов, да, для работы журналиста, потому что, во-первых, есть проблема частной жизни, да, privacy, что можно и что нельзя рассказывать о пациенте, и обычно, если, ну, в Соединенных Штатах есть очень четкие правила, поэтому если мы показываем, скажем, пациента, мы должны заблюрить его лицо, да, сделать его нерезким, неузнаваемым. Потом есть правила, которые на рабочем месте у врача, как у сотрудника медицинской организации, да, тоже, что они могут показывать и что они могут снимать, и что они не могут снимать, и мы не можем им, как журналисты, говорить, ну, как бы велеть нарушить эти их правила, потому что тогда мы будем ответственны, и это как бы неправильно. То есть они могут только сами там захотеть что-то показать, да, и то, что они могут, или если уж нарушать правила, то, опять же, это их должно быть решение, ты не можешь их заставить, не можешь их просить, как бы нарушать собственные правила. Okay. I don't know if I answered the question. Maybe Tatiana has something more specific as well. Да, я не знаю, ответила ли я на вопрос, Таня, может быть, есть какие-то более конкретные детали, которые хотите узнать? Ну, у Джеффа есть вот такое видео из больниц, где лечат людей с ковидом? Do you personally have any video stories, any video footage from those hospitals where COVID patients are being treated? Yeah, we are getting footage from hospitals where there are COVID patients. It's, you know, like I said earlier, the challenge for us is really the casting, finding the right person who will be honest and share what they're going through, but also will be able to film compelling images. And so it's a challenge. And I mean, it's even more of a challenge to get someone who is going to have the presence of mind to pull out their cell phone in a dramatic moment. And doctors and nurses are trained to leap into action and do their job in a stressful moment. And so there's it's a challenge. Good point. So sort of division of duties, whether you're a reporter or you're a doctor. Да, это на самом деле большой вызов. У нас есть съемки из больниц, где лечат пациентов с COVID, но это тоже вот такие новые какие-то этические вызовы для журналистов в наше время, потому что, как я уже говорил сегодня, трудно найти героя репортажа, да, персонажа, который захочет честно про себя там что-то рассказать, во-первых, во-вторых, сможет еще это техническими средствами запечатлеть. И нужно же, чтобы было присутствие духа некое, да, потому что человек в критической ситуации, в беспомощной ситуации, да, и плюс мы еще как бы просим его себя снимать. То есть это очень психологически бывает тяжело. И также для докторов, потому что, или медсестер, одно дело, ты снимаешь что-то, это одна, так сказать, работа, да, и совсем другая работа у медиков, потому что если какая-то аварийная ситуация наступает, нужно все бросить и бежать помогать. Естественно, в эту минуту никто не думает, как журналист, о том, что самые критические моменты тоже нужно снимать. Поэтому, да, это такая новая реальность и новые проблемы. Еще можно, извините, ради бога, еще один вопрос. Я понимаю, что сейчас в Нью-Йорке беспрецедентные цифры, но все-таки есть ли коронаскептики? Вот в моем окружении есть уже один журналист, который коронаскептик. Вот есть ли такие у Джеффа? Yes, and another question. We know it's a large number of people who are sick right now and died, and it's an awful situation, but still, do you have any people in your surrounding or whom you know who are very skeptical still about the virus? Because Tatiana knows a journalist, who's a friend, and he's sort of denying the impact, the effect of it. I don't know anyone who
who doesn't believe that the virus is killing people. But there are people who have sort of doubts about the level of precaution that we've been taking. And there's also people who have feelings about acceptable losses, and but I think those people are in the severe minority, people who think that a certain number of casualties are acceptable to keep society the way that it was. Okay. And this goes back to the dilemma we talked about earlier. Но нет в моем окружении людей, я не знаю таких людей, которые бы отрицали, что вирус действительно убивает людей. Скорее есть скептики, которые с сомнением относятся к превентивным мерам, да, которые принимаются, чтобы спасти людей. То есть есть, да, какой-то процент, я думаю, что это все-таки меньшинство, но есть люди, которые считают, что неизбежны некоторые потери, да, и некоторый уровень этих потерь допустим для общества, да, чтобы продолжать там жить нормальной жизнью, или, по крайней мере, ну, не скатиться, может быть, в какие-то экономические катастрофы. Это вот возвращает нас к тому, о чем мы говорили, что, в принципе, сейчас нет решения, да, и единого, и разные страны, и разные города, разные штаты принимают в ту или иную сторону, как защитить людей, с одной стороны, и с другой стороны, уберечь как-то нормальную жизнь, да, сохранить.